Смелый шаг или я меняю свою жизнь. Я сегодня назвала так свое видео, потому что я делаю смелый шаг, и я меняю свою жизнь. Я стою на пороге новой совершенно главы своей жизни, и через минуту я поделюсь с вами, что такого происходит и что такого я ожидаю. И вы, мои дорогие зрители, будете участниками, скажем, этого моего решения, которое уже принято и уже очень скоро состоится. Позвольте мне немножечко, может быть, рассказать историю, чтобы была картина полной, поскольку кто-то впервые на моем канале и не знает ничего. И для того, чтобы понять весь этот рассказ, мне бы хотелось бы немножечко, скажем, рассказать чуть-чуть сначала, но без деталей. Меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. Переехала я в Новую Зеландию 10 лет назад со своей семьей. Я из Санкт-Петербурга. Я работала в Санкт-Петербурге вначале медсестрой в палате интенсивной терапии. Потом я закончила ветеринарный институт и стала работать ветеринарным врачом. Всегда, в общем, хотела уехать, думали уехать в Шотландию, уехали, в общем, в итоге в Новую Зеландию, потому что нам страна эта подошла по всем нашим критериям, о которых я рассказывала раньше, не буду повторяться. Мы приехали в Новую Зеландию, и мы подавались на резидентство по моей профессии. Поскольку я ветеринарный врач, я закончила здесь курс в течение года и стала ветеринарным ассистентом работать в Новой Зеландии. В Новой Зеландии мы не имеем права работать врачами, поскольку наше образование российское не котируется здесь. И для того, чтобы работать ветеринарным врачом, нам необходимо либо сдать экзамен, который очень серьезный. Он состоит из двух частей: практическая часть, теоретическая часть, английский, который требует очень серьезного фокуса для того, чтобы вообще сдать этот экзамен. Я знаю тех людей, которые сдали этот экзамен, они год не работали, они только учились. То есть представьте себе, какой серьезный экзамен. Он включает в себя много различных видов животных и крупных животных, как коровы, там, лошади, свиньи, птицы. Поэтому серьезные экзамены. И у нас не было такой возможности, чтобы я не работала, только вот училась к этому экзамену. И второй путь — это если снова учиться и получать образование здесь, в Новой Зеландии, что тоже для нашей семьи не представлялось возможным, поскольку мне нужно работать. У нас семья, мы уже под 50 лет, мы купили дом, мы платим ипотеку, поэтому, если честно, не получался такой вариант. И поработав в ветеринарной сфере ассистентом длительное время, я устала, потому что я набрала много себе часов, работа была все время однотонная, такая монотонная, и я бросила, я ушла из ветеринарии. И сфокусировалась больше, скажем, я пошла дальше учиться по медицине, я хотела открыть дом престарелых. Отделение меня больше интересовало для деменции, для русскоговорящих. У меня такие были мысли. И я о них никому не говорила, я с вами не делилась, мои хорошие, но это моя была цель. Я просто человек, который обычно не говорю до тех пор, пока действительно вот не близко. Вот сейчас я готова с вами говорить уже о новостях, потому что все, это уже запущено, вся эта история. Значит, когда я ушла из ветеринарии, я несколько раз возвращалась. Возвращалась, потому что мне было жаль терять свои навыки. Я думала, ну, может быть, когда-нибудь... Ну, то есть, все-таки у меня сердце немножечко, скажем, болело, что мне хотелось вернуться. Но, возвращаясь снова, я понимала, что за такие копейки я работать не могу. И
и мне не интересно вообще. И я открыла 8 месяцев назад свой YouTube-канал. Каким-то образом чудесным алгоритм YouTube предложил меня в Санкт-Петербурге. И мне стали писать мои клиенты, которые меня знают. Один комментарий, другой комментарий. Пришли комментарии от моих коллег, с которыми я работала. И стало опять мое сердце немножечко так поднывать. Но если вы смотрели мои видео, были такие видео, где снова мы, вот с Павлом, например, с моим супругом, я говорила, нет, я ветеринарию, не, я не возвращаюсь. И я действительно, я не лукавила, я никак не хотела возвращаться, потому что я и не видела возможности, если честно, возвращаться в ветеринарию. И тут не так давно пришел комментарий от женщины, которая работает ветеринарным врачом здесь, в городе Окленде, и у нее российский диплом. Она прошла где-то переквалификацию в Америке, и она написала, что «а я работаю врачом». Я оживилась, мое сердце застучало. Я ей писать, где, почему, как это у вас получилось. И здесь я осела. Я спросила себя, а не хочешь ли ты вообще поговорить сама с собой по-честному? Что тебе мешает? Действительно, может быть, это твое реальное желание, может быть, просто от того, что обстоятельства так сложились. Я везде говорила, что это моя ценность, мои ценности такие, мой приоритет сейчас – это дом, семья там, и так далее. И я как-то на минутку подумала, а может быть так, что и ценности мои, и семья, и дом как бы будут в приоритете. И в то же время, может быть, я все-таки смогу сдать на врача. И я с собой очень серьезно поговорила. Написала план, что мне позволит стать ветеринарным врачом. Какие критерии, то есть какие требования мне нужно от клиники, например, да, чтобы я стала ветеринарным врачом. Эти критерии были следующие. Первое. Мне нужен заработок такой же, как у меня сейчас есть. Второе. Мне нужна практика, чтобы были крупные животные, чтобы были возможность мне очень много, скажем, активно участвовать в лечении, чтобы мне могли дать зашить рану, например, наложить швы там. И чтобы я была вовлечена больше в работу, в такую активную, именно ближе к врачебной. Следующее требование было, мне нужно сфокусироваться, мне нужно заниматься только работой и подготовкой. Мне не нужно никакие отвлечения в виде ресторанов, компаний, семьи, танцев и так далее. То есть мне нужна работа, спорт, разумеется, и учеба. Наверное, так. И что-нибудь, конечно, интересное мне хотелось, что-то такое необычное. В общем, я думала, когда сформулировались уже требования, как-то само собой, я открыла компьютер, нашла австралийский сайт поиска работы и стала смотреть, какие заработки в Австралии у ветеринарных ассистентов. Посмотрела, убедилась, что там есть действительно заработки выше, хотя, конечно, чем лучше место, тем получается выше у тебя, мне же еще за аренду надо платить, за то, мне же там нету дома, поэтому еще дополнительно надо заплатить за аренду. И мой взгляд поймала объявление, что требуется ветеринарный ассистент в самое сердце Австралии. Это такое место называется Элис Спрингс, это на северной территории. И это, скажем, такое место, где достаточно высокая криминальная такая обстановка, неблагополучная криминальная обстановка. Там много аборигенов, они, в общем, безобразничают. Вот. Поэтому, конечно, в этом замечательном городе не погуляешь ни вечером. У тебя только и есть возможность только поработать и прийти домой и сидеть дома, заниматься своими делами, учиться. И на этой работе также была возможность именно получить опыт с крупными животными. И еще есть командировки регулярные до 2 недель в комьюнити аборигенов, где лечат животных этих аборигенов. То есть
Одно из требований было уметь водить механическую коробку передач, что я не умею. То есть засучить рукава, одеть сапоги, сесть на джип и по пустыне. В общем, вы знаете, первая мысль была, конечно, мне страшно, ой, надо же, кто туда поедет, какой дурак туда поедет. Они, кстати, обеспечивают проживанием, платят компенсацию за переезд. Ну, в общем, я как бы увидела это объявление, посмотрела много других объявлений. Но, вы знаете, подалась в несколько, вернулась к этому Элис Спрингс опять. И я думаю, ведь это же, черт побери, объявление покрывает все мои требования. Все. Год контракт, фокус, необыкновенная практика. Практика с крупными животными. Это практически, знаете, как бы, когда ехать к аборигенам, там наверняка не то, что там дадут наложить швы. Мне будет позволено много что. И, конечно же, я буду принимать гораздо больше решений. И я подумала, что это отличная возможность начать мне заново. Я подалась, прошла интервью, меня пригласили на работу. И в конце января я уезжаю в Австралию на год. На год и буду работать там, буду учиться, буду готовиться к экзаменам. Я очень хочу, чтобы вы мне пожелали удачи. Я невероятно хочу добиться все-таки, если я смогу, потому что это сложно. Я немножечко, не то что не верю в свои силы, но все-таки я недавно училась гораздо на меньший уровень, на ниже уровень, и это сложно. Вы знаете, в этом возрасте, когда ты уже особенно потерял немножечко, скажем, такой драйв к учебе, то это, конечно, сложно. Это челлендж, как говорится. Но я готова принять этот челлендж, потому что я понимаю, что если я не сделаю это сейчас, то когда я это сделаю? Я этого не сделаю никогда. Мне уже 48 лет, и если есть желание, то надо идти и делать. И лучше сделать, чем не сделать и потом все время жалеть. Поэтому я попробую. Я хочу сказать вам большое спасибо, мои хорошие. Спасибо просто за вашу поддержку. За эти комментарии, которые все равно сплелись, видите, как бы. И действительно как-то интересно жизнь складывается. Которые сплелись и вот так вот меня тронули. И вот до такой степени, что это действительно большое у меня будет изменение. Мне волнительно, я не скрою, мне волнительно. Достаточно быстро я приняла это решение. Но кто знает, правда? Если ты не попробуешь и не узнаешь. Да, получается, мой Новый год 2025 будет совершенно другой, действительно будет новый. А вам я хочу пожелать, если вы о чем-то думаете, и вам не хватает, может быть, решительности, да, наплюйте, делайте, как вы хотите. Просто потому, что жизнь такая короткая, черт побери, нам нужно жить просто, и все, потому что иначе мы проживем и будем думать, что мы не сделали, что мы не успели. Поэтому мы сами творцы, мы сами писатели этой книги, и мы пишем то, что мы сами хотим, правда? Спасибо вам большое, спасибо вам за поддержку, спасибо вам за все. И я вам желаю всего самого-самого доброго. Счастливо и пока!